Привет! Тема «Восстание Арабии. Революция Арабии». Восстание Арабии. Революция Арабии. Националистическое восстание в Египте с 1879 по 1882 год. Восстание стремилось свергнуть Хидива Тауфика Пашу и положить конец британскому и французскому влиянию на страну. Восстание закончилось англо-египетской войной и захватом страны. Произошла британская оккупация Египта. Итак, Египет в 1870-х годах находился под иностранным влиянием, была коррупция, плохое управление. Египет был в состоянии финансового краха. Огромные долги, накопленные ее правителем Исмаилом Пашой, больше не могли быть погашены. Финансы страны контролировались представителями Франции и Великобритании. Когда Исмаил попытался поднять египетский народ против иностранного вмешательства, он был свергнут англичанами и заменен Тауфиком Пашой. Высшие чины в государственной службе в армии оказались во власти европейцев, которым платили больше, чем коренным египтянам. В Египте была создана параллельная правовая система для европейцев отдельно от местных жителей. Это возмутило образованных и амбициозных египтян на военной и гражданской службе, которые считали, что европейское господство на высших должностях мешает их собственному продвижению. Египетские крестьяне, облагаемые высокими налогами, также были раздражены тем, что их налоги шли европейцам, которые жили в достатке. Египтяне возмущались не только западноевропейским господством, но и турками, черкесами и албанцами в Египте, которые контролировали большинство других элитных должностей в правительстве и не только. Албанские войска прибыли в Египет вместе с Мухаммедом Али Пашой и помогли ему взять под контроль страну. И Хидив оказал им большую поддержку. Турецкий по-прежнему оставался официальным языком в армии. Растущий финансовый кризис в стране вынудил Хидива резко сократить армию с 94 тысяч военнослужащих в 1874 году. Армия была сокращена до 36 тысяч человек в 1879 году с планами сократить ее еще больше. Это создало большой класс безработных и недовольных армейских офицеров внутри страны. Катастрофическая эфиопско-египетская война 1875-76 годов для Египта обернулась дорогостоящим провалом, серьезно ослабив региональные устремления Египта, как Африканской империи, заложив основы для начала скрытого завуалированного протектората Соединенного Королевства над Египтом. В этот период в Египте развивалось общественное сознание, распространялась грамотность. В 1870-1880-е годы выходило все больше газет, журналов, содержащих политическую сатиру, которые часто высмеивали истеблишмент, находящийся под европейским контролем, и публикации все больше раздражали правящие силы, а также самих европейцев. За это время Ахмад Раби поднялся по службе в армии до звания полковника. Благодаря тому, что он был крестьянского происхождения, многие стали считать его подлинным голосом народа Египта. Для них он представлял крестьянское население, недовольное освобожденными от налогов иностранцами и богатыми местными помещиками. Раби пользовался уважением и поддержкой не только у крестьянства, но и у значительной части египетской армии. Напряженность усилилась летом 1881 года, когда и Хидив, и египетские офицеры, теперь возглавляемые Раби, искали сторонников и собирали союзников. В сентябре Хидив приказал полку Раби покинуть Каир. Раби отказался и приказал уволить генералов и создать избранное правительство. Не в силах противостоять восстанию, Тауфик согласился, и были созданы новая палата депутатов и правительства, в состав которых вошли ряд союзников Раби. В январе 1882 года Раби стал военным министром. 8 января 1882 года французы и англичане направили совместную ноту, в которой утверждалось главенство власти Хидива. Записка привела в ярость парламентариев и Раби, правительство рухнуло и было создано новое правительство с Раби в качестве военного министра. Новое правительство поставило под угрозу позиции европейцев в правительстве, а также начало увольнять большое количество офицеров, турков и черкесов. Широким усилиям по реформированию противостояли европейские интересы многие крупные землевладельцы, турецкая и черкесская элита, высокопоставленные улемы, сирийские христиане и большинство самых богатых членов общества. Раби пользовался поддержкой большинства остального египетского населения, включая улемов более низкого уровня, офицерский корпус и местных лидеров. Днем 11 июня 1882 года возникли политические беспорядки, которые переросли в насилие на улицах Александрии. Бунтовщики напали на греческие, мальтийские, итальянские предприятия, и на улицах вспыхнули бои. Было убито около 50 европейцев и 250 египтян. Крупные военно-морские силы Великобритании попытались захватить город. Несмотря на сильное сопротивление британским войскам, это удалось.
Вынудив египтян отступить, когда восстание распространилось по Египту, британцы проголосовали за более масштабное вмешательство. 13 сентября 1882 года британские войска нанесли поражение армии Араби в битве при Тель-эль-Кебери. Араби был схвачен и сослан в британскую колонию Цейлон, Шри-Ланка. Египет фактически был превращен в колонию до 1952 года. Как британцы, так и правительство Хидива сделали все возможное, чтобы дискредитировать имя Арабии и революцию, хотя среди простого народа Арабия оставался популярной фигурой. Правительство использовало средства массовой информации и систему образования, чтобы объявить Арабию предателем, а революцию просто военным мятежом. Восстание Арабии имело длительное значение как первый пример египетского антиколониального национализма, который позже сыграет очень серьезную роль вообще в истории Египта. Историки в целом разделились. Одна группа рассматривает восстание как толчок к либерализму и свободе по образцу французской революции, а другие утверждают, что это был лишь военный переворот. Историки также разделились по поводу причин британского вторжения. Некоторые утверждают, что это было сделано для защиты Суэцкого канала и предотвращения анархии, в то время как другие утверждают, что это было сделано для защиты интересов британских инвесторов с активами в Египте.